Такие невероятно нежные и воздушные булочки я уже готовила более 10 раз, моя семья их просто обожает. А главное, что они практически низкокалорийные, потому что на 50% они состоят из сметаны. А сметана это хорошо. Готова поделиться с вами этим простым рецептом. Сначала мы приготовим опару. Для этого нам понадобится 220 грамм теплого молока, но не горячего, иначе дрожжи могут погибнуть. Потом мы всыпаем к нему 10 грамм сухих дрожжей, отдельно отвешиваем 80 грамм сахара, но к молоку мы всыпаем примерно половину. Также отдельно мы отвешиваем 450 грамм муки, но для опары нам понадобится только часть, примерно 150 грамм. После того, как добавили муку, нам нужно это все хорошо перемешать. Вес муки я назвала примерный, ее может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. После того, как перемешали опару, накрываем ее пищевой пленкой и отправляем в теплое место, чтобы она увеличилась в объеме примерно в 2 раза. У меня опара постояла 40 минут и прекрасно увеличилась в объеме. Теперь к ней нужно добавить оставшийся сахар и половину чайной ложки соли. После этого мы берем 70 грамм теплого сливочного масла. Советую взять с высоким процентом жирности, тогда булочки получатся намного вкуснее. Теперь нам понадобится 4 желтка. В отдельную миску я вбиваю яйца, аккуратно, чтобы не повредить желток. И с помощью рук отделяю белок от желтка. Вы можете это сделать скорлупой, но мне кажется, так белок отделяется намного лучше. Напишите в комментариях, каким способом вы отделяете белок от желтка. Возможно, есть какой-то способ, о котором я еще не знаю. Теперь осталось добавить только оставшуюся муку. Напоминаю, что муки может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Мука добавлена, и можно замешивать наше тесто. Если у вас есть миксер, советую воспользоваться им, но мне нравится замешивать тесто руками, для меня это особый вид медитации. Как видите, тесто можно приготовить на сухих дрожжах, и все намного проще, чем вы думали. Напоминаю, что на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить. По времени тесто должно вымешиваться примерно около 10 минут. Оно должно получиться достаточно мягким и не липнуть к рукам. Тесто готово. Теперь мы перекладываем его в другую миску, накрываем его пищевой пленкой и убираем в теплое место на 1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объеме примерно в 2 раза. У меня тесто постояло примерно около часа и уже прекрасно увеличилось в объеме. Теперь мы присыпаем стол мукой и выкладываем на него наше тесто. Немного его разминаем и одновременно обваливаем его немного в муке. Из подросшего теста формируем шарики. Я воспользуюсь весами. Они получаются примерно по 75-80 грамм. Сформированные шарики перекладываем сразу на противень, застеленную пергаментом. Из такого теста булочки остаются вкусные и мягкие даже на следующий день. Теперь накрываем наши шарики пищевой пленкой. Таким образом мы создаем для них парниковый эффект и убираем в теплое место на 20 минут, чтобы они у нас немного подросли. А пока наше тесто отдыхает, приготовим намазку. Для этого нам понадобится 1 желток и 1 столовая ложка молока. Их хорошо объединяем и займемся нашей начинкой. Для начинки нам понадобится 250 грамм жирной сметаны, 50 грамм сахара и 30 грамм кукурузного крахмала. Все хорошо перемешиваем и убираем в сторону, чтобы сахар немножечко разошелся.
Прошло 20 минут, наши кругляши уже увеличились в объеме, поэтому мы снимаем пищевую пленку и начинаем делать в них углубление, одновременно формируя бортики. Вы можете сделать это руками, как это делаю я, можете посмотреть на видео, либо вы можете взять стакан, смазать его донышко растительным маслом и формировать углубление уже стаканом. Если у вас тесто прилипает друг к другу, то в этом нет ничего страшного. Потом после выпечки вы сможете их аккуратно разделить с помощью ножа. Наши углубления готовы. Вот примерно вот так у вас должно получиться. Теперь мы смазываем их намазкой, которую ранее подготовили. Смазываем очень хорошо со всех сторон. Берем наш подготовленный крем, сахар в нем уже хорошо растворился, поэтому выкладываем в наши углубления примерно по 2 чайные ложки. Но ориентируйтесь на свой размер. Если у вас получились больше, значит кладите больше сметаны, но тоже не слишком много, потому что она может немножечко растечься. Ну и на данном этапе вы можете добавить немного ягод. Просто потыкать немного в сметану. Те ягоды, которые у вас есть или которых вам хотелось бы. Ягоды могут быть любые, как свежие, так и замороженные. Я же предпочитаю классический вариант, такой, как был в моем детстве. После того, как выложили всю начинку, отправляем в разогретую духовку на 180 градусов и выпекаем буквально 15-20 минут. Вот и все. Такие воздушные, мягкие булочки у нас получились. И теперь обильно посыпаем наши булочки сахарной пудрой. Я вас уверяю, что булочки по этому рецепту получаются невероятно нежные и очень воздушные. Идеально подойдут для уютного домашнего чаепития. Вкусное и мягкое тесто, нежнейшая начинка остаются такими же даже на следующий день. Обязательно готовьте по этому рецепту и делитесь своими результатами у нас в комментариях под этим видео. Рецепт простой и без заморочек, как и все рецепты на нашем канале. Каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить.